Всем привет, это снова Даша в эфире, и пришло время узнать, какие горячие новинки в мире моделизма вышли в прошлом месяце. С вас лайк и подписка, а мы начинаем. Кстати, у самого честного магазина сборных моделей «Модельная лавка» появилась новая функция «Любимый производитель». Выбираешь его и получаешь скидку в 25% на всю продукцию любимого бренда. Я выбрала для себя АВД. А вы? Напишите об этом в комментариях. А для первого заказа действует вот этот промокод на скидку в 200 рублей. А для бывалых пользователей есть промокод Даша на скидку в 10%. В конце видео я по традиции озвучу топ-5 новинок этого месяца. Итак, поехали. А начнем мы с новостей российского гиганта. Это фирма «Звезда», и они показали тестовую сборку и бокс-арт грядущей новинки. Американский танк «Шерман» с 76-мм пушкой в 35-м масштабе. Помимо самой пушки, модель от прошлогоднего «Шермана» будет отличаться башней и будет иметь несколько другой корпус. Ведь у такого вида «Шерманов» была мокрая боеукладка и дополнительных листов на бортах у модели точно не будет. Прошлогодний «Шерман» от «Звезды» мне очень понравился. Я получила большое удовольствие от его сборки. Хотя и специалисты по Шерманам покритиковали эту модель. И думаю, модель Шермана в 2021 году оставит такие же положительные впечатления, как и прошлогодняя. А вот бокс-арт у модели явно подкачал. Цвет Шермана не похож на американский Olive Drab. Он слишком темный, а на рисунке довольно странная геометрия у башни. А вы будете брать эту версию Шермана? Напишите об этом в комментариях. А если нет, то дожидайтесь, когда я начну эту модель строить. Также «Звезда» показала бокс-арт и тестовую сборку очередной версии российского самолета Як-130 в 48-м масштабе. Модель от предыдущей версии этого же самолета будет отличаться вооружением: подвесные бомбы, пушечный контейнер и подвесные топливные баки. А теперь настало время исправлять свои ошибки. Помните в прошлом выпуске новостей борьбу двух украинских производителей – ICM и Миниарта с американскими грузовичками? Так вот, если бы я была чуть внимательнее, то заметила, что в каталоге на 2021 год, который ICM показали в начале года, этот грузовичок был заявлен. Так что получается, что хитрый Миниарт подсуетился, чтобы составить конкуренцию ICM. А ICM начали выпускать свои краски мега-набором из 80 цветов. Это акрил, и я им уже активно пользуюсь, и в новых видео вы сможете увидеть, каких результатов я добилась при помощи этой краски. А также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие видео. И я могу сказать, что краски от ICM идеально подходят для работы кистью. У них очень классная покрывная способность, и это есть не у каждого акрила. А также у них богатая палитра, которая вам поможет сэкономить время на замес нужного оттенка. А вот под аэрограф они мне не подошли. Для аэрографа эти краски нужно разбавлять с пропорциями. Надо их подбирать экспериментально. А для меня удачной оказалась пропорция примерно 1:1. Так что пока я для себя изобрела такую стратегию. Для аэрографа я использую краски от Pacific серии Aero. Просто из-за удобства. Их просто взболтаю и влила в аэрограф и красить в свое удовольствие. А для более тонких работ кистью я использую краски от ICM. А вы, кстати, какими красками пользуетесь? Напишите об этом в комментариях. В этом месяце ICM анонсировали новую версию Mercedes G4 с пулеметом и со странным названием Partizanenwagen. Партизанский автомобиль? Странно, ведь вроде бы должно быть все наоборот. Автомобиль против партизан. По сути, это старая модель, которую они выпускали 5 лет назад и добавили туда всего лишь пулемет. Но думаю, что эту модель я тоже возьму себе на сборку, ведь я немножко неравнодушна к немецким автомобилям. Также ICM в 48-м масштабе выпустили модель американского беспилотника. Судя по отзывам в соцсетях, фанатов этого беспилотника не так уж много. А еще от ICM можно ожидать модель британского торпедоносца Bristol Beaufort в 48-м масштабе. Больше подробностей пока что нет. Соседи ICM по Киеву Миниарт в этом месяце тоже не прохлаждались на море, а усердно работали. У них скоро выйдет набор фигур израильских танкистов времен войны Судного дня в 35-м масштабе. При этом только 2 члена экипажа радуются победе, а 2 других очень напряжены. Также от Миниарт можно ждать очередной вариант Т-55А, но уже в версии 1970 года. Набор будет с полным интерьером, и опять Миниарт выпускает Панцер-4 версии J производства завода Нибелунgenwerke в 35-м масштабе. Интересно будет сравнить этот набор с шикарной моделью того же танка от РФМ. Ну и вдогонку Миниарт выпускает очередную версию модели броневичка Остин в 35-м масштабе. Интересно, сколько они уже выпустили этих Остинов? Наверное, уже больше 10. Неужели в мире так много фанатов этого английского броневичка?
А Арма опять допустила ляп. Многие моделистские магазины открыли предзаказ на модель самолета Су-27 от Great Wall Hobby. И Арма утверждает, что именно она имеет эксклюзивные права на реализацию этой модели в России. Но тут внезапно эти предзаказы появились и у Я-моделиста, и у модельной лавки. Очень интересно. Кстати, по своему набору предзаказы у всех 3 магазинов примерно одинаковые. И самая выгодная цена оказалась у модельной лавки. А теперь давайте посмотрим, чем нас удивили костромские товарищи в этом месяце. Под брендом ССМ выходит трамвай МТВ-82 в 43 масштабе, но ценник почти в 8 тысяч рублей может охладить пыл многих коллекционеров. А вот КАМАЗ-4310 в 43 масштабе – это уже что-то интересненькое. Надеюсь, эта модель грузовичка выйдет в виде набора от ТВД, но боюсь, если она поступит в продажу, то ее скупят сразу же под ноль в первый день продаж. Также на шасси этого же КАМАЗа выходит модель с цистерной с характерным выдвинутым вперед бампером. Странно, что у такой шикарной модели нет регистрационного номера. А под брендом «Ласточка», многие его, кстати, недолюбливают, выходит очень странная версия укороченного Рафика. Но почему же вначале не выпустить в продажу самую узнаваемую версию этого рижского автобуса? А вам, кстати, нравятся Рафики? Если да, то ставь лайк. А я лайки люблю. Под брендом «Автоистория» на шасси МАЗа выходит автоцистерна в 43 масштабе. Модель будет упрощенной. Также на шасси из Белоруссии можно ждать модель мусоровоза от бренда «Автоистория» в 43 масштабе. И это действительно интересная модель. Но я буду ждать ее в виде набора ТВД. От Модуль Про выходит модель автобуса Я-6. Кстати, костромские товарищи часто обходят стороной советский автопром до военного периода, но не в этот раз. Да, гостиниц августа запускают новую журнальную серию с моделями отечественного автопрома «Автолегенды. Новая эпоха на дорогах России». Название немножко странное, но содержание выпусков будет любопытное. В первом номере можно ждать модель «Лады Весты» в фирменном цвете лайм. Потом, судя по анонсам, нас ждет модель люксового автомобиля «Аурус Сенат», УАЗ Пикап, несколько Нив и «Лада Гранта». Серия обещает быть интересной, и я даже подумываю на нее подписаться. А вам будут интересны обзоры на эти модели? Напишите тоже об этом в комментариях. А в 35-м масштабе Трумпетер выпускает модель машины обнаружения целей для ЗРК «Круг» на гусеничном шасси. Модель будет очень интересна своей огромной антенной, но вот ценник у нее точно будет неинтересный. Также в 35-м масштабе Трубач выпускает модель российского танка Т-80БВМ, но боксарт у модели такой, что как будто этот танк находится не на параде Победы в Москве, а в Северной Корее. Также у Трубача выйдет модель немецкого линкора Шарнхорст. F&I Miniatures выпускают 2 модели, напечатанные на 3D-принтере в 48-м масштабе. Это САУ АТ-1 и тягач Т-26Т. Модели будут состоять из нескольких деталей. Это ходовая часть, катки и гусеничные ленты, кстати, напечатаны монолитно, что не лучшим образом скажется на копийности и качестве модели. Так что я пока не вижу прогресса 3D-печати в моделизме. Gecko Models выпускает набор с британскими парашютистами и мопедом с кабелеукладчиком на прицепе в 35-м масштабе. Это очень интересная задумка. RPG показали тестовую сборку бронеавтомобиля Typhoon U в 35-м масштабе. У модели будет приличное количество деталей с фотоотравления, но меня очень смущает щель на передней части машины между бампером и двигательным отсеком. И, надеюсь, производитель исправит эти недочеты. А Hobby Boss в 72-м масштабе готовит к выпуску модель пусковой установки S300. Но у меня, кстати, недавно выходило видео со сборкой S400 от звезды в том же 72-м масштабе. Интересно будет посмотреть, чем эти 2 модели отличаются друг от друга. Внезапно Восточный экспресс показал свою будущую новинку. Это авиалайнер Embraer в 144-м масштабе. И, похоже, легендарный производитель масштабных моделей решил специализироваться исключительно на гражданской авиации, что, видимо, и к лучшему. Гант-Тауэр показали тестовую сборку модели советского грузовичка ГАЗ-51 в варианте хлебного фургона. И знаете что? Она мне навеивает грусть. У нее очень огромная щель между деталями и не очень четкий рельеф фургона за такие огромные деньги. Так что эту модель я точно обойду стороной. Cooper State Models продолжает воплощать в масштабе различные бронеподелки времен Первой мировой войны. И на этот раз они показали 3D-рендеры немецкой бронированной передвижной огневой точки. И это довольно интересный образец бронетворчества. АСК начали выпускать фигуры российских военных пилотов в различных масштабах из смолы, в высотных морских спасательных комбинезонах характерного оранжевого цвета. Matchbox поможет вам сделать полугусеничный Opel Капитан. Они выпускают дополнения, которые отлично подойдут уже довольно старенькой модели Opel от ICM.
Revell выпускает модель 7-тонного грузовичка MAN на службе Бундесвера. Это модель перепак и довольно старая модель. В 24-м масштабе у Revell выйдет модель Volkswagen в цвете сериала «Доктор Кто?». А среди моих зрителей, кстати, есть фанаты этого сериала, я не фанат. Также у Revell выйдет модель броневичка Lux в 35-м масштабе с картонной диорамой подставкой. И называют они это все 3D-пазлом. 5M Hobby обещает выпустить в свет из смолы в 35-м масштабе модель новейшего российского роботизированного боевого комплекса «Уран-9». И эта модель особенно актуальна, так как прототип показали на Параде Победы в этом году, и я его видела лично. Хасигава в 24-м масштабе выпускает набор с 2 фигурами американских девушек образца 50-х годов прошлого века. Науэль – это именно так считается, и это название этого аргентинского танка. Да, у Аргентины тоже были танки. Модель – продукт аргентинской военной мысли, изготовили методом печати на 3D-принтере ребята из Испании. По традиции топ-5 новинок этого месяца. И на 5-м месте у меня Partizanenwagen. Но я неравнодушна к немецким военным автомобилям. А на 4-м месте у меня машина от комплекса ЗРК «Круг» от Трумпетера за монолитность. А на 3-е место я помещу выход новой журнальной серии «Автолегенды» со современными российскими автомобилями. Интересно, эта серия дойдет до обещанных 100 выпусков. А на 2-м месте пусть будет Шерман от звезды. Прошлогодний Шерман мне очень понравился, и думаю, этот вариант тоже не будет разочарованием. А на 1-м месте пусть будет бронеприцеп от Cooper State Models за очень интересный прототип. И это были все интересные новинки мира моделизма прошедшего месяца. Напишите в комментариях, какая из новинок вам больше всего приглянулась, а также не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. И увидимся мы с вами на следующей неделе в следующем видео. Так что до новых встреч. Пока-пока.